Ну, здравствуйте. Давайте сегодня поднимем такую темку, особенно после праздников всяческих, как детоксикация. Рецептов по сети бегает достаточно много. Рецептов разных, разной степени, скажем так, недостоверности, просто потому что последние корректоры этих рецептов просто не понимали, что, собственно, происходит в организме и что, соответственно, требуется делать для того, чтобы эту самую детоксикацию этого самого организма провести. Ходят, например, рецепты на основе там чего-то яблочного, вот, яблоко с чем-то там вот с лимоном, там с медом. Значит, главное, везде обязательно засовывают мед. Ну, не знаю, чтобы вкуснее было или еще для чего. Не совсем понимаю, для чего они везде мед пихают. Вот. Но самое главное, везде это уверяется, что вот это вот все выведет. И вот прям там за 3 дня или вот за неделю. Или вот там достаточно попить там 2 недели вот это вот. И вот вы прям заскачете как молодой. Для какого возраста это все хозяйство написано, опять же, не сказано. Поэтому, если было 25 и запрыгал как 20-летний, ну, может быть, может быть. Но если было 40, то 20-летним после этого не попрыгаешь. Рецепты эти в сети отличаются обычно, скажем так, однобокостью, вот, и очень большой узостью. Они либо чистят печень, ну, думают, что они чистят печень, либо они, значит, чистят почки. Но, во всяком случае, опять же, они думают, что они чистят почки. Или, значит, они чистят кишечник. Но, опять же, они думают, что они чистят кишечник. И так далее. Вот. Хотя на самом деле, там практически ничего не происходит, кроме самовнушения тех, кому вдруг этот рецепт сильно понравился, и кто вдруг решил ему следовать. Объясняю почему. Смотрите. Я уже много раз, собственно, говорил, что организм у нас это самовосстанавливающаяся, саморегулирующая система. Организм сам себя строит, организм сам себя тратит, организм сам себя ремонтирует. Ну, он, во всяком случае, должен так делать. И он так делает, пока ему никто не мешает. Можете представить себе мальчика в песочнице, который старательно из песка и воды, там мокрого, плотного песка что-то строит. Если все время подходить, пинать те фигуры, которые он уже вылепил, а он будет возвращаться для того, чтобы их отремонтировать, он никогда ничего не построит. Если пинать интенсивно, то вряд ли он будет вообще успевать все это дело восстанавливать. Точно так же с нашим организмом. Если инфекции много, если инфекция разнообразная, организм может и не успевать восстанавливать поврежденное ею. Очень многие люди считают, что наш иммунитет это прям что-то такое волшебное. Что-то сродни прям джину, понимаете ли, прямо вот из сказки про Аладдина. Который вот так вот тынц, и вот ах, и все, понимаете ли. И что вот эта вот инфекция на самом деле, она только укрепляет наш иммунитет. Чем больше инфекций, тем крепче иммунитет. Правда, непонятно, почему же люди все-таки болеют, если она этот иммунитет укрепляет все время. Вот. Особенно любители различных кошечек, собачечек. Очень часто, значит, когда их призываешь
соблюдать санитарные нормы, они говорят, что инфекция укрепляет иммунитет. Но таким идиотам всегда хочется сказать, чтобы они поизучали хотя бы простое понятие вирулентности. Вот. Когда инфекции много, когда она превышает возможности иммунитета, организм заболевает. Просто-напросто. И эта же самая инфекция, ее влияние на организм снижает уровень этого самого иммунитета постоянно. Это примерно точно так же, как заставлять, например, бегуна бежать с одним и тем же высоким темпом. Но вот он стартанул и поскакал. Ну, естественно, наступает усталость, и скорость он снижает. А ты его сзади там плеточкой, значит, пинками, понимаете ли, электрошокером в задницу. И он, значит, снова скорость поддерживает. До какого-то периода, до какого-то момента это будет работать, а потом он просто свалится. Вот. Конечно, будет пытаться ползти, если его также продолжать стимулировать. Но в конечном итоге и сдохнет. Вот точно так же у многих иммунитет. Вроде бежал, вроде ползет, а потом бамц и сдох. И все. А они, понимаете ли, бегают и удивляются, а почему это у них откуда-то взялась опухоль? Вот он же весь здоровый такой был. Ну, значит, не весь, и значит, не здоровый. Вот. Прямо напоминает анекдот один, в котором мужик собаку приучал обходиться без пищи. Совсем было приучил. Но только собака почему-то сдохла. То у этих также. Они все иммунитет свой тренируют, а потом почему-то подыхают. Загибаются под грузом этой самой инфекции. Так вот, инфекция вся эта, как я уже неоднократно говорил, она характерна не тем, что у нее большие зубы, и она так интенсивно жрет этот самый организм. Нет. Инфекция характерна тем, что она что-то ест и сюда же гадит. Как любой живой организм, она ест и она гадит. И практически всегда получается так, что гадит она либо сразу в кровотоке, вот, либо гадит она в кишечнике. Что по большому счету, ну, не принципиально, потому что из этого самого кишечника, в этот самый кровоток обычно все и всасывается. То есть, по большому счету, какая нафиг разница, что будет, если свинью, срущую постоянно, значит, поставить на линию столовской раздачи, вот. Может, видел кто-нибудь из тех, кто постарше, когда, значит, блюда идут по конвейерной линии. Их туда ставят, и они идут по конвейерной линии, да, и вот над этим хозяйством поставить свинью, которая серит. Вот она там попадает где-то, значит, на ленту, где-то она будет попадать в тарелки. Или вот эту свинью поставить туда в зал, где эту пищу готовят. И вот она там будет бегать, прыгать над котлами, по котлам и так далее, гадить туда. А оттуда уже будут черпать все это дело, разливать по тарелкам. Но ведь не принципиально абсолютно. Не принципиально. А наш организм, он живой. А биологическая жизнь – это цепочка химических реакций в присутствии слабых электрических полей. Я это уже много раз повторял. Значит, если кому этот материал уже кажется не совсем понятным, вместо того, чтобы задавать много разных странных вопросов, лучше обратитесь к тем материалам, которые уже написаны, которые уже выложены на ютубе, на сайте на моем, там ссылочка вот внизу в описании будет, или в открытой группе ВКонтакте, или еще где-нибудь. В живом журнале, например. Идите туда, и там читайте и ознакомливайтесь. Потому что в комментариях отвечать на ваши вопросы я не собираюсь. Иначе это придется мне там выкладывать лекции, начиная прямо вот с 1 класса общеобразовательной школы. Идите и читайте, все уже выложено. Так вот,
Да. И, соответственно, продукты жизнедеятельности, вот этих микро- и макроорганизмов, вот этих всех паразитов нашего организма, они нарушают нормальное течение химических реакций, которые должны проходить и проходят у нас в организме. В результате эти самые химические реакции дают не должный результат, а какой-то иной. Если это будет постоянно, человек погибает. Но это может происходить, организм же большой достаточно. Вот тут вот раз произошло, тут вот раз произошло, тут вот раз произошло. Чем это будет грозить? Ну, тут кольнуло, там стрельнуло. Здесь что-то вот зачесалось, понимаете ли. Там засвербело, тут заныло и так далее. Вот. По большому счету все. Но если это все вот одновременно начинается, вы начинаете чувствовать себя плохо. Значит, достаточно ярким примером этого всего у нас является, например, так, кто у нас там? Носитель клещ боррелиозный. Да, боррелия. Боррелия родственница бледной трипанемы, то есть сифилиса, возбудителя сифилиса. Вот она как действует? В первую очередь она попадает в лимфатическую систему. Значит, лимфа, в отличие от крови, лишена защитников крови, всяких там лейкоцитов и эритроцитов. Поэтому инфекция в ней в состоянии интенсивно размножаться, что боррелия и делает. А когда ей становится тесно, она интенсивно выходит в кровь. Ее уже много. Она выходит в кровь, она уничтожает продуктами жизнедеятельности своими лейкоцитов, она значительно снижает эффективность работы эритроцитов. И вот эти вот ее яды, вот это вот дерьмо, которым она гадит, попадая в печень, например, блокирует работу печени. В почки блокирует работу почек. То есть почки отвалились, почки встали, печень встала и не может чистить кровь, прекратила свою работу. И человек погибает. Вот что происходит. Понимаете, она не сожрала печень или почки там, не сгрызла вот это вот злобными зубами. Нет. Ее токсины, ее продукты жизнедеятельности нарушили прохождение реакции в этих органах. И все. И эти органы остановились. Они не могут дальше функционировать. И человек погибает от интоксикации. Просто-напросто. Это еще раз, это просто яркий пример того, как вообще инфекция работает. Любая практически. Чтобы вы понимали, причем любой паразит так действует, неважно, это микро, вот, или это макро, но он действует именно таким вот образом. Естественным образом, значит, эта инфекция находится разнообразнейшая, находится в вашем организме просто в достаточно небольшом количестве, но она там есть. У каждого практически присутствует в крови возбудитель туберкулеза, например. Но это просто как факт. Вопрос. Есть условия для его размножения? Или нет условий для его размножения? Вот если есть условия для его размножения, у человека начинается туберкулез. То есть не то, что человек, значит, там пришел туда, где холодно, сыро и плохо кормят, и бамц, он там заразился. Нет. Он тут попал в такие условия, и у него просто-напросто эти условия являются оптимальными для развития именно туберкулезной палочки. Все. Без вопросов. Значит, ну это что касается инфекции. Дальше. Человек, например, точно так же мало пьет воды, к примеру, а эта самая вода, она способствует выводу токсинов. То есть организм сам по себе, клетки организма сами по себе
производят что-то. Да? То есть они же живые. Они что-то едят и чем-то, извините, гадят. Для того, чтобы вот это хозяйство вынести, у нас существует венозная кровь. Артериальная у нас приносит нужное и полезное, венозная уносит отработку. И, соответственно, вот эта вот венозная кровь, она у нас завязана на почки. И через почки у нас сбрасывается основное количество водорастворимых токсинов. И для того, чтобы эти токсины эффективно через почки сбрасывать, в организме требуется определенное количество воды, достаточно большое, потому что есть такое понятие, как насыщенный раствор или перенасыщенный раствор. И чем раствор насыщеннее, тем сложнее этот раствор фильтровать, тем выше нагрузка на фильтр, а почки и есть фильтр. Ну все же это понимают, когда это касается их автомобиля, но перестают понимать, когда это касается их организма почему-то. Точно так же печень отфильтровывает, например, жирорастворимые токсины. И точно так же она их сбрасывает, например, через желчный пузырь с желчью. И, соответственно, питание должно быть построено таким образом, чтобы эта желчь была востребована. Иначе организм не сбрасывает жирорастворимые токсины. Просто-напросто. А жирорастворимые токсины – это у нас, скажем так, те жиры, которые прошли определенный цикл, они были использованы, они что-то в организме уже сделали, теперь они не нужны совершенно. Но вы же не используете сливочное масло 3 раза подряд. То есть там растопили его, что-то на нем пожарили, масло осталось, вы его, значит, слили, потом заново на нем жарите. Нет ведь? Вот организм точно так же это все хозяйство не использует по 3 раза. Он использовал, все, надо это хозяйство вынести, слить. А куда ему сливать? Как ему сливать это все хозяйство? Вот он сбрасывает с желчью, например. А желчь у нас, как я уже рассказывал, востребована только тогда, когда требуется обработка каких-то жиров. Просто-напросто. Вот. Подробностей сейчас не буду говорить, еще раз. Ищите все это хозяйство на сайте или в ютубе. Я уже рассказывал неоднократно. Рассказывать нарастающим итогом я не смогу, иначе мы дойдем до фантастического объема времени. Вот. То есть, человек должен пить достаточно. Он должен поглощать животные жиры для того, чтобы у него была востребована желчь. Он должен вовремя посещать туалет, а не так, как он привык или так, как его приучили. Ах, ёкарный бабай, значит, да как же это я буду ходить в туалет там 3 раза в день? А почему нет? Если вы возьмете медицинскую литературу, откроете справочник, там русским по белому написано, что запор – это состояние, при котором испражнение происходит 1 раз или меньше в сутки. Все. Мы берем 90% населения, у них запор. Все ходят 1 раз в сутки. Кто-то вечером, кто-то утром. А должны ходить через 5 часов после приема пищи. Как минимум. Как минимум. А в обязательном порядке должны ходить перед сном и после сна. И желательно еще где-нибудь днем в обед. Вот. Но с нашими графиками обычно хотя бы 2 раза в сутки. Это уже хорошо. Уже хорошо. Люди удивляются, чем им гадить. Ничего, когда у них начинается детоксикация правильная, они начинают ходить несколько раз в сутки, причем каждый раз таким объемом, что у них глаза из орбит вылазят, они спрашивают, блин, скажите, блин, откуда во мне столько дерьма? Ну, так извините, уважаемые, вы же его копили всю свою жизнь, вот до этого возраста. Вы же накопили этих токсинов столько во всем организме,
что эти токсины теперь начали влиять на вашу жизнедеятельность, и это проявилось симптоматикой каких-то, не какого-то, а каких-то заболеваний. Потому что обычно у человека сразу пучок каких-то заболеваний. Что у нас еще? Учитывая, что люди еще и жрут что ни попадя. Вот. То есть там и инфекции зачастую никакой не надо. Что они едят. Что это все хозяйство откладывается. Вот простой пример. Когда в организме воды не хватает, тогда печень начинает сбрасывать токсины сквозь свою стенку в брюшную полость. Это называется асцит состояние. Вот. Когда желчь, например, не востребована, человек ест недостаточное количество жиров, в таком случае происходит застой желчи, который в дальнейшем выражается в виде образования этих самых желчных камней. Там тоже инфекция образуется, и она устраивает колонии вот в этом вот застой желчи. Точно так же, как застаивается вода где-нибудь в луже или в водоеме, образуется болото из озера, в котором вода застаивается. Вот точно такое же болото с лягушками, водомерками, комарами, пиявками примерно образуется в желчном пузыре, когда происходит застой желчи. Там точно так же какая-то микрофлора начинает плодиться. Не самая лучшая, кстати говоря. Вот. А печень вынуждена вот эти вот жирорастворимые токсины откладывать под кожную жировую клетчатку. Складывать туда, депонировать туда. И когда потом, например, девушка достаточно молодая пытается, значит, ой, спохватилась, ой, а что это у меня, значит, тут многовато вот всего, я давай-ка похудею. И она начинает худеть, ограничивает себя в питании, вот, и начинает там чем-нибудь спортивным заниматься, ей становится плохо. Почему? Потому что вот эти вот токсины начинают высвобождаться. И попадают ей в кровь, и ей становится ей становится дурно. Попробуйте сейчас молодняк заставить поголодать суток трое. Они, в течение суток начинают в обморок падать. Почему? Почему я не начинаю падать в обморок, а они начинают? По одной простой причине. Они жрут всякое дерьмо вот это вот современное, начиная с шоколадных батончиков и заканчивая, значит, кока-колой и пивом. А я нет. Вся разница, по большому счету. И вот это вот хозяйство, когда человек хочет выздороветь, когда он хочет вылечиться, вот эти вот многолетние, огромным трудом накопленные отложения необходимо выскрести из организма и вывести. Но выводить их требуется все через кровоток. В основном практически все выводится через кровоток. И сделать это мгновенно не представляется возможным. Вы загнетесь просто-напросто от аутоинтоксикации. И там необходимо чистить, да, почки необходимо чистить сами по себе. Потому что там тоже какие-то отложения, там тоже уже какая-то инфекция может. И эту инфекцию надо убирать. И механизмы фильтрации в почках, а там двухступенчатая фильтрация работает, это все хозяйство надо чистить. Печень надо чистить. А сброс всего этого хозяйства идет через задницу вашу, уважаемые. Вот. И поэтому в первую очередь надо чего? Надо кишечник чистить. Понимаете? И вот этот вот процесс детоксикации достаточно многоуровневый, достаточно сложный и достаточно длительный. Кому-то достаточно бывает 3 месяцев, кому-то бывает недостаточно и полугода интенсивной чистки. Еще раз повторяю,
интенсивный, там затрагиваются сразу все позиции, а без этого никак. Потому что, если кто вот в курсе, я приведу пример. Нельзя, например, в блоке ряда аккумуляторов, да, значит, ставить, ну, стоят несколько аккумуляторов уже поработавших, имеющих емкость там, ну, условно 75%. Вот нельзя в ряд с ними ставить, значит, для улучшения работы там тот, который 100% емкость имеет. Ну, смысла нет, абсолютно никакого. Это не улучшит работу системы. Перекос будет просто-напросто. На этот аккумулятор придет очень большая нагрузка, он рискует сгореть к чертовой матери. Во всяком случае, он очень быстро станет таким же, как все окружающие. Вот. Поэтому и здесь нет возможности почистить отдельно печень. Там и начинать-то надо непосредственно откуда? Снизу, с кишечника. Чистим кишечник, чистим потом печень, чистим одновременно кровь. Это все одновременно надо делать. А то про кровь обычно все забывают. Все рецепты там почистим почки, почистим печень. Там 2 недели. Сейчас 2 недели. Не у всех организм за 2 недели-то раскачивается, чтобы начать все это хозяйство отдавать. Вот. Такое бывает. Вот таким вот образом. И препаратов там используется достаточно много. Список их, там что-то пунктов 12, что ли, получается. Потому что они где-то дублируют друг друга, где-то идет наложение для того, чтобы обеспечить, что называется, скользящий график. Вот. Чтобы один препарат поддерживал другой. Потому что один препарат работает днем, другой работает ночью, один с почками, третий, значит, с печенью. Вот. Это надо все хозяйство делать так, чтобы было достаточно интенсивно с одной стороны, но чтобы это не было для организма в приказном порядке с другой стороны. Вот. Да, это все надо есть в течение суток, а не то, что вы там намешали себе, допустим, в чашечке. Ах, 2 недельки это попили по чайной ложке, и у вас все получилось. Угу. Для того, чтобы у вас заблестели глаза, может быть, вам достаточно 2 недели попить касторового масла. Ну так, каждый день по столовой ложке, а лучше 2 раза в день. Может быть, если вас хватит на эти 2 недели. Вот. Но это ж вы так немножко кишечник подчистите. Немножко. Да. Освободите. Собственно, вот. А проводить это регулярно надо, потому что вот эти все наслоения, вот эти вот все отложения начинают мешать организму самовосстанавливаться и саморегулироваться. Вот и все, собственно, дела. Надо понимать, что достаточно большую роль в этом всем играют другие паразиты, которые являются макроорганизмами гельминты. Еще раз, не надо уповать на то, что у вас их нет. Они у вас есть просто по факту того, что вы дышите. Они присутствуют, и они гадят достаточно интенсивно. И когда вы чистите свой организм, не затрагивая вот эту заразу, фактически это сизифов труд. Когда вы вроде бы толкаете камень, но ножками шкребете интенсивнее, чем этот камешек катится вверх. А потом дошли до куда-то, он обратно скатился, и вы заново все начали. Потому что эти товарищи, им достаточно хорошо, когда у вас кишечник чистый. Им легче там живется. Вот. Тем интенсивнее, соответственно, потом они будут размножаться
и всей толпой гадить. Вот, в вашем организме. Понятно, да? Но эта тема будет уже другого видео. Значит, статья и рецепт полный по детоксикации у меня выложен на сайте. Ссылка на сайт там внизу, еще раз говорю, в описании. Заходите на сайт. Там есть справа, чуть выше, поисковая строка. Забиваете в нее, например, детоксикация. Тыкаете Enter. И вас отправляет на страничку с этим рецептом. Да, рецепт платный. Все верно. Вот. Ну, вы же не удивляетесь, когда приходите в аптеку, хотите, понимаете ли, себе аспиринчику, а он денег стоит. Вы же не орете, блин, ну как так, мне же надо, а вы тут деньги на этом делаете. Вы же не удивляетесь, когда приходите в магазин, хотите себе купить колбасы, потому что проголодались, а с вас денег хотят. Вы же не удивляетесь этому. Некоторые идиоты почему-то удивляются, когда приходят, видят платные рецепты. Я их, ребят, составлял сам. Вот. Путем проб и ошибок. Пробовал на себе, пробовал на окружающих, вносил какие-то изменения. Вот. В конечном итоге довел до определенной степени совершенства. Сейчас эти рецепты очень хорошо работают. Во всяком случае, на сегодняшний день они являются максимально полными и, скажем так, максимально выполнимыми в условиях, ну, обычного быта. То есть не в условиях стационара, не в присутствии каких-то специалистов, а самостоятельно вы вполне себе разберетесь и справитесь с этим хозяйством. Понятно, да? Вот. Так что, кому надо, кто хочет, пожалуйста, все уже придумано, все уже есть. А то, что бегает по сети, зачастую очень сильно искаженное и абсолютно бесполезное. Оно, конечно, с одной стороны, может быть, чуть-чуть поработает, а с другой стороны, когда вы отвлекаетесь на подобную практически неработающую, но совершенно бесплатную хрень, вы теряете драгоценное время в очень многих случаях. А время – это деньги. Вот. Болячка любая характерна тем, что завтра лечить ее будет всегда дороже, чем сегодня. Поэтому лучше раньше, чем позже. Все, будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал, читайте сайт. Всем пока!